Рыбы, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2022 года. Мы с вами плавно входим в осень и вот будем просматривать предстоящий событийный ряд. Помогут мне сегодня руническое таро, а также Ленорман золотой нити. Поэтому настройтесь, пожалуйста, на расклады на получение информации и просмотрим с вами предстоящую цепочку событий. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы перед вами, надеюсь, вам хорошо видны. Приступим. Итак, общая энергия месяца, как мы видим, у вас четверка пентаклей. Но по картам могу сказать так, это сохранить целостность, сохранить стабильность. И у каждого стабильность будет выражаться в разных ипостасях. Для кого-то стабильность на работе, сохранение работы, сохранение финансового плана. У кого-то сохранение отношений, у кого-то сохранение внутреннего я, у кого-то сохранение взаимоотношений. Но вместе с тем это перемены. Почему перемены? Потому что, обратите внимание, здесь горит этот корабль. То есть это сжигать какой-то прошлый негативный опыт, но при этом не теряя себя. Сохранить свой опыт, свой багаж жизни, свои знания, свою ценность, свою значимость. Мы посмотрим, в каком ключе это будет отыгрываться для вас. И как мы видим, здесь у нас ложится шестерка мечей. То есть идти к переменам, идти к новому опыту, не теряя себя. Но вместе с тем отпуская обиды, какой-то прошлый негатив, тех людей или те события, которые отягощали вашу жизнь, не давали вам развиваться, не давали вам двигаться дальше. Помимо всего прочего, у кого-то это может быть созвучно, знаете, как с каким-то минимальным багажом, в прямом смысле слова, двигаться вперед, переезжать, менять место жительства, начинать наново. Потому что, видите, по четверке пентаклей, ситуация себя изжила, сгорела. То есть как по-прежнему уже не будет, нужно двигаться дальше. Если мы посмотрим вопросы работы, у вас здесь ложится колесница, прекрасный аркан. Аркан силы, аркан взаимодействия, контроль над ситуацией, аркан прорыва. Для многих это может ознаменоваться вопросами дистанционной работы, работы через интернет, удаленно, фрилансером. Кому-то необходимо будет переезжать с целью трудоустройства. То есть будет другой город, регион или другая страна. И здесь, в принципе, знаете, такая мощь, такая вот энергия, приложить максимум усилий для достижения идеального результата. Посмотрим сейчас для разных социальных слоев населения, как для вас отыграется данный аркан. В первую очередь для тех, кто у нас сейчас не работает, то есть вы не работающие пенсионеры, вы там домохозяйка или вы в декрете. И как мы видим, видите, колесница, семерка пентаклей. Это рассчитывать на свои собственные силы, на свои ресурсы. Здесь быть в поиске источника заработка, источника дохода. То есть есть тут идеи, которые вы пытаетесь воплотить в жизнь. То есть вы их уже сгенерировали, теперь будете заниматься их воплощением. Я не вижу, чтобы в рамках этого месяца они вам приносили доходы, то есть то, что вы пытаетесь воплотить. Но, знаете, говорю, правильной дорогой идете, товарищи. Это уже самое, знаете, как половина дела сделано. Если вы соискатель, то, как мы видим, колесница справедливость. Это пройти собеседование, пройти испытательный срок. Это трудоустройство. У многих, кстати, это может быть также еще в сфере логистики. Это могут быть стюарды воздушного, наземного судна. По этим картам это, в принципе, работать на таможне, работать в органах. Но здесь, как показывают карты, действительно масть вам в руки, потому что тут трудоустройство, и причем работой своей вы будете довольны. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, то колесница звезда – это достижение цели, достижение идеала. У кого-то звезды на погоны. Это новое звание, это защитить докторскую, кандидатскую, это получить не только уважение, это получить какое-то признание. Это действительно сказывается не только на вашем карьерном, профессиональном росте, на заработке. Это быть медийными, это быть известными. То есть здесь более чем замечательные арканы. И если у вас свой собственный бизнес, колесница отшельник, то есть бизнес, который процветает, в котором вы являетесь асом, вы являетесь экспертом в этой отрасли, особенно если это ниша эзотерики, психологии, коучинга, то вам здесь просто не будет равных, и возрастет спрос на ваши услуги, на вашу помощь, на вашу деятельность.
И еще, если это какой-то пенсионный фонд, либо что-то связано с людьми пожилого возраста. То есть это тоже будет вот просто, знаете, как выстрелить ракетой. Если мы посмотрим финансовую сторону вопроса, туз мечей, заработок, официальный заработок в большей степени, знаете, как от интеллектуального труда. Здесь это, знаете, как новая идея, новый источник заработка. Он может быть как активным, так и пассивным, но могу сказать так. Денег вам будет хватать для того, чтобы закрыть все ваши базовые потребности, то есть здесь как бы нет нужды. Туз – это всегда возможность. Это решение любого вопроса и ситуации. А вот здоровье по аркану башни здесь оставляет желать лучшего. В первую очередь мне не нравится опорно-двигательный аппарат, спина, потому что башня, ну если так образно, метафорически выражаться, она у нас отвечает за каркас. Так вот, здесь уделить внимание особое позвонку, уделить внимание тем, кто у нас страдает гипертонией, потому что могут быть скачки давления. Сейчас даже дотяну, что у вас здесь. Ну, видите, восьмерка жезлов – это повышение температуры, это могут быть лихорадки, либо скачки давления. То есть здесь поберечь себя, укрепить свой иммунитет и сделать все возможное для того, чтобы вы чувствовали себя замечательно. Если это касается опорно-двигательного аппарата, это связки, это сухожилия. То есть если кто-то решил активно заниматься спортом и резко привести себя в форму, смотрите, чтобы у вас не было микротравм. Если мы посмотрим вопросы личной жизни – сила. Прекрасная карта, замечательный аркан, который говорит о помощи, о поддержке, о партнерстве, о взаимодействии. Любовь, забота, взаимопонимание и самое главное, знаете, как духовное и душевное родство. Если мы на текущем этапе у нас свободны, то что мы видим здесь? Сила и солнце. Это действительно обретение второй половины. Это обретение человека, с которым вы будете идти долгой дорогой жизни. То есть это как ваше единение, ваше я, ваша целостность. Вот то, чего вы длительный период ожидали. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то обратите внимание, сила и туз чаш. Укрепление вашего союза, укрепление вашей связи, ну, для кого-то построение новой ячейки общества, то есть построение новой семьи. И если вы в стабильных связях, то здесь сила и семерка мечей. Это, знаете, если были какие-то моменты неясности, моменты предательства, обид, козни и интриг по отношению друг к другу, то здесь это, ну, в прямом смысле слова, если смотреть по картам, это как понятие простить. Потому что, видите, рыцарь Пентаклей, вы понимаете, что в текущей ситуации для вас стабильность превыше всего. И хочется все вернуть на круги своя, стабилизировать ситуацию и сохранить тот союз, который вы имеете. Если мы посмотрим советы и рекомендации, но у вас даже на рекомендацию, видите, здесь ложится паж чаш. По пажу чаш могу сказать однозначно, это любовь, это поддержка, это взаимодействие, душевное родство. Это весна в любви, это радушие, это искренность. Это как растопить чьи-то чувства, вывести кого-то на эмоции, поговорить о том, что вас действительно волнует. Ну и помимо всего прочего, карта, которая указывает на то, что самое время заняться творчеством, раскрытием своего потенциала, уделить внимание детям, уделить внимание всему тому, что вас радует, что вы так особо любите и что вас воодушевляет. Потому что именно эти моменты делают вас счастливыми. И посмотрим с вами неожиданность периода, какова здесь будет ситуация. Рыбы, змея, лилии и дно колоды корабль. Перемены. Перемены связаны с чем? Рыбы, змея и лилия – это как духовное либо эмоциональное очищение. Это вскрытие фальши, вскрытие лжи, неискренних каких-то намерений. Это проработка эмоциональной зависимости и зацикленности. Это в какой-то степени, ну как, устранение конкурента или конкурентки. И если смотреть по этим картам, рыба, змея и лилии – это, ну, как будто вылечиться от неврозов, от психоэмоциональных каких-то вот переживаний или невротических расстройств. То есть потому что здесь проработка этих моментов – это личностный рост, душевный рост и душевный покой. То есть то, что для вас вот настолько важно, настолько значимо. Поэтому карты у вас здесь замечательные. Наша задача сейчас негатив перекрыть позитивом, чтобы в вашей жизни отыгрались только исключительно положительные моменты.
И мы сейчас поступим следующим образом. Так. Мощи вам, силы, поддержки и продвижения вперед. А самое главное, вы знаете, закрою вам колесницей, чтобы у вас были эти ресурсы, была мотивация для новых свершений, для движения вперед и реализации самых задуманных важных целей и задач. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот таким у вас вышел расклад на сентябрь. От вас, как всегда, по прошествии времени информация о том, как отыгрался данный расклад, ну, либо не отыгрался. А я вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь и до новых встреч.